Всем привет! Нас ждет сегодня поездочка, отправляемся в Шадринск. Мы как-то вам показывали, как там устанавливается покрасочная кабина. Сейчас там монтируется оборудование, поэтому предлагаю не терять времени. Поехали! Мы благополучно прибыли. Это Шадринский автоагрегатный завод. Здесь производятся радиаторы для двигателей автомобилей, отопление для салонов, отопительно-вентиляционные установки, много чего еще интересного. К сожалению, на территории завода нам снимать не разрешили, поэтому сейчас мы проходим КПП и уже встретимся около наших камер. Вот так, собственно, выглядит наша камера сейчас. Давайте вспомним, какая она была в начале монтажа. И вот такая она теперь. Идет на данный момент дооснащение камеры. Уже установлены потолочные пленумы с фильтрами. Сейчас прям идут электромонтажные работы. Устанавливается освещение внутри и необходимое питание для вентиляционных агрегатов. Часть вент-агрегатов приходит в собранном виде. Это двигатели приточно-вытяжной вентиляции, заслонки, которые регулируют режим сушки и покраски, а также теплообменник с газовой горелкой. Производительность вент-агрегатов 35 метров кубических в час. Мне всего один дубль, я как Джеймс Бонд. Рекуператор приходит отдельно, для него сейчас как раз таки идет вот монтаж короба. Здесь у нас есть направляющие, есть панели, все это вместе собирается и, соответственно, туда уже рекуператор устанавливается. Вент-агрегаты нужны во время окраски для очистки воздуха и удаления покрасочного тумана. Во время сушки для того, чтобы установить здесь необходимую температуру. Ну вот заказчик попросил, допустим, чтобы было 80 градусов. Как происходит вентиляция? Воздух через рекуператор попадает в камеру через потолок, а через напольные фильтра это все вытягивается и также отправляется на улицу. Очень важное уточнение. В камере должно быть правильное избыточное давление в районе 20-30 паскалей. Иначе камера уйдет в аварию, ну и, соответственно, отключится. В дальнейшем здесь будет установлена 2 лифт-площадки, система пожаротушения и шкаф управления автоматики, который и будет обеспечивать работу всех узлов камеры. Ну а мы оставляем ребят, они будут все это сейчас монтировать, продолжать работать, ну а мы уже приедем к финальному результату. Ну что, наша камера готова, ее размеры 15 на 6 на 4 метра. Краситься здесь будут шахтные погрузчики и детали этой спецтехники. Планируется 35 таких машин выпускать в год. На этом все. Обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте палец вверх, если понравилось это видео. Колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. Пока. Вот и все. Прощай. Теплых дней не будет больше.